Когда-то очень давно, много лет тому назад, дед Федор, отправившись в лес за лесными орехами, нашел щенка, подростка. Одному Богу известно, как это дитя оказалось в глухом лесу. Оно просто молча бродило среди леса. Оно даже не было привязано. Дед Федор задумался. «Пошли со мной, зверь! У меня сейчас двор без собаки. Будешь хорошим сторожем, не обижу». Сел на велосипед и поехал в деревню. По дороге дед Федор оглянулся, но никто за ним не бежал. Федор уже и забыл об этой лесной встрече. Управился по хозяйству и собрался, наконец, расслабиться и посидеть на лавочке возле дома. Как вдруг обомлел. На него смотрел тот самый щенок. И так странно, что дед не знал, что ему делать. «Ну, пошли, что ли, во двор?» После большой паузы щенок попятился назад и скрылся в темноте. Так продолжалось не день и не два. Карие глаза смотрели на него каждый вечер, как будто оценивали его, как будто искали в нем родную душу. И вот однажды, когда дед Федор сидел на лавочке возле дома и курил самокрутку, к нему подошел щенок. Обнюхал деда и улегся у ног. Федор даже растерялся. По жизни он не был таким уж ласковым мужиком, к живности привык относиться скорее потребительски. Вот и сейчас будка во дворе стояла пустая. «Ну что, зверь, похоже, ты решил остаться жить у меня? Тогда слушай. Кормить буду 2 раза в день, чем Бог пошлет. Но обижать не буду. Будка есть. Отпускать иногда буду на волю по ночам, на пару часов. С тебя охрана двора. Чтобы никто чужой мимо двора без страха не прошел. Если согласен, пошли со мной». Вот так и началась ее новая жизнь. Узнав, что щенок оказался женского пола, дед Федор назвал ее Стеллай. Теперь у Стеллы была теплая будка, большое хозяйство и цепь. Время шло, и из нескладного подростка она превратилась в огромную, красивую, мощную собаку, которую побоевалась вся деревня. Ходили даже разговоры, что в роду у Стеллы точно были волки. Такая она была устрашающе красивая и необычная. Кода к ней приближался дед Федор, его жена или его родные, Стелла просто спокойно лежала и внимательно смотрела на них своими умными глазами. Ну, а чужаков она готова была порвать. Она даже и не лаяла почти. Она рычала. И рык этот был ужасен. Но только днем. Поэтому ее будку даже перенесли из двора в огород, чтобы односельчане не боялись стучать в калитку. Зато ночью дед Федор иногда отпускал ее с цепи со словами «Через 3 часа приду, чтобы была здесь». И срывалась она, как пуля с цепи. И неслась в лес и в поля по своим собачьим или, может быть, все-таки волчьим делам. Никого ни разу не покусала и не испугала. Но в положенное время дед Федор всегда находил ее в будке, за что очень ее уважал. Надо сказать, что щенилась Стелла регулярно, как и положено по природе. Но самое странное, что хоть и боялись ее в деревне, щенки разлетались, как горячие пирожки. Приезжали даже из других деревень за щенками, потому как хоть и боялись Стеллу, но уважали. За просто так горло не рвала, только по делу. Это был обычный летний день. После завтрака Стелла спокойно лежала у своей будки, грелась на солнышке и одним глазом наблюдала, как маленькая Маша играется в песочнице под тенью огромного дерева у калитки, а другим глазом, как баба Катя шуршит в своем огороде. Стелла знала уже, что баба Катя привязывает свою внучку к дереву, чтобы та никуда не ушла и идет заниматься хозяйством. Машеньке тогда только исполнилось 3 годика, и родители иногда привозили ее в деревню на выходные. И вот эта малышка сразу бежала не к кому-нибудь, а именно к Стелле, широко раскинув ручки. И собачье сердце сжималось от радости и любви к этому человеческому детенышу. Вот и в тот злополучный день Стелла следила за Машенькой и задремала. Проснулась она от того, что кто-то больно скребет ее по носу когтями. Стелла открыла глаза. Кот-пистон сидел перед ее мордой и почти хрипел. Стелла посмотрела за забор. Маши нигде не было, ни в песочнице, ни на качели, ни около дерева. И Стелла подала голос. Она лаяла и лаяла. Так громко, как никогда в своей жизни.
Она прыгала, рвалась, взлетала ввысь, стараясь сорваться с цепи. Баба Катя выпрямилась и оглянулась на собаку. «Совсем из ума выжила псина!» — подумала она и дальше углубилась в капусту. И тогда Стелла завыла, и не просто завыла. Жуткий волчий вой пронесся над деревней. Настолько громкий и страшный, что у всех, кто его слышал, волосы встали дыбом. А Стелла все выла и выла. И такая боль была в этом вое, что словами и передать это невозможно. И только услышав этот страшный вой, баба Катя поняла, что случилось что-то ужасное, и кинулась искать Машу. И, слава богу, и другие соседи выскочили из своих дворов. Машеньку в последний момент обнаружили и вытянули из небольшого пруда, что был неподалеку от домов. Плакали все и радовались одновременно. А вечером все успокоились, и пришла к Стелле целая делегация. Папа Машеньки Илья, его жена и дед Фёдор. Илья присел перед ней на корточки и заговорил. «Спасибо тебе за то, что спасла мою девочку. Спасибо. Никогда это я не забуду. Я прошу тебя, поехали жить ко мне, у меня дом в городе. У тебя будет большой вольер. Я буду кормить тебя вкусно и много, буду гулять с тобой. Тебе будет очень хорошо у меня». Стелла смотрела на него своими карими глазами и молчала. Потом подошла и положила свою голову ему на плечо на несколько секунд и пошла к своему хозяину, деду Фёдору. Подошла и легла возле его ног. А он стоял как вкопанный и не знал, как ему реагировать на эти волчьи ласки. И только скупая мужская слеза предательски катились по его морщинистой щеке. «Я только сейчас научился любить животных», — сказал пожилой мужчина. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.